Всем доброго и мирного времени суток. Меня зовут Елена, и я снова рада приветствовать вас на моем канале Буганова Handmade. Сегодня я хочу, чтобы вы вместе со мной связали вот такой красивый аксессуар к своему телефону, либо рюкзаку, либо к сумке, либо ключам. Вот такой красивый брелочек в виде сердечка. Вязать его можно, как вы видите, одноцветным, любого вам понравившегося цвета, либо двухцветный. В данном мастер-классе я буду показывать, как вязать двухцветное сердечко, так как одноцветное вы уже сможете связать по этому мастер-классу. Значит, вязать я буду из пряжи Yarnart Baby. И хочу сразу сказать вам, что вязать можно из любой другой пряжи, которая у вас есть в наличии, в зависимости от того, какой метраж будет у вашей пряжи и, соответственно, какой крючок вы возьмете для этого сердечка, такого размера оно у вас и получится. Хотя, несмотря на то, что я вязала из пряжи Yarnart Baby, казалось бы, одинаковый метраж, у меня получились немножечко разного размера. Вот можете видеть, желтенькое, по-моему, получилось немножечко больше, нежели голубое. Хотя пряжа одна и та же. Может быть, просто плотность у меня была другая, не знаю. Итак, можно вязать из любой пряжи, но знаете, что вот, например, я брала Yarnart Dolce, но здесь схема была на гораздо меньшее количество петель, и вот получился вот такое сердечко. По вот этой схеме я вязала из пряжи Yarnart Baby, и у меня получилось вот такое вот сердечко. Я немножечко переделала под себя. Не скажу, что это эксклюзивный мастер-класс, но вот я делала так, как мне захотелось. Итак, если вы хотите сделать такой подарок либо себе, либо своим близким, давайте приступим. Итак, для работы нам понадобится пряжа. Для своей пряжи я взяла крючочек номер 2,5. У меня точно такой же 2,5 крючок я сделала для своей руки при помощи фимо-глины, вот, чтобы мне было удобнее его держать. То есть это точно такой же 2,5, просто в обработке. То есть вязать я буду вот этим крючком. Дальше вам понадобится, соответственно, для наполнения синтопон, либо синтопух, один маркерочек. Хотя вязать мы будем без петли подъема, но все равно для определения начала нашего ряда. Ножницы. Дальше для оформления нашего брелочка вот нужна будет вот такая фурнитурка. Я взяла колечко, вот такое оно двойное, для того, чтобы можно было при необходимости заменить, либо добавить что-то свое. Дальше у меня вот такая была цепочка. Я беру из этой цепочки 10 вот таких звеньев. Получается где-то около, цепочка около 3 сантиметров. Чуть-чуть больше, 3,5 где-то. И вы можете взять либо карабинчик, либо колечко для брелка, что вам будет удобнее. И для того, чтобы вот работать с металлом, вам понадобятся плоскогубцы, чтобы можно было разжать это колечко и зажать его обратно. Ну и я еще использую вот такую палочку для суши. Можно использовать карандаш для того, чтобы заталкивать синтопон в изделие. Итак, приступаем. Пока вот это все нам без надобности, мы начинаем вязать наше сердечко с вот этой верхней части. Я беру крючок 2,5 и начинаю вязать голубым цветом. Делаем волшебное кольцо амигуруми. Кто не знает, как делать волшебное кольцо амигуруми, вы найдете подсказочку в верхнем правом углу. Набираем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида.
Затягиваем наше колечко. И соединительной петлей соединяем его в круг. Дальше в следующую петлю от нашего крючка делаем столбик с одним накидом. И сюда уже я ввожу свой маркер. Это у меня начинается первый ряд. Дальше в каждую петлю я делаю по одной прибавке. Всего у меня должно быть в этом ряду 12 столбиков без накида. Снимаю маркер. Следующий ряд у меня будет идти с одной прибавкой, чередую через один столбик. Итак, следующая петля у меня один столбик. В этот столбик я вставляю свой маркерочек. Следующий столбик у меня будет с прибавкой. Столбик без прибавки, столбик с прибавкой. И так до конца ряда. В этом ряду у вас должно быть 18 столбиков без накида. И заканчиваем наш ряд столбиком с прибавкой. Снимаем маркер. И дальше мы провязываем 2 ряда без прибавок. В каждом ряду у нас должно быть по 18 столбиков. Итак, вяжем самостоятельно 2 ряда. Провязав 2 ряда, мы обрезаем нашу ниточку, снимаем маркер, выворачиваем наше изделие на лицевую сторону и откладываем его на время. Далее мы провязываем точно такую же деталь. Делаем кольцо амигуруми. В кольцо амигуруми провязываем 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы делаем в каждый столбик по одной прибавке. В третьем ряду мы делаем, чередуем прибавки через один столбик. У нас должно получиться 18 столбиков без накида. И далее 2 ряда мы провязываем без прибавок по 18 столбиков. Я не буду показывать повторение. Если вы хотите, перемотайте немножечко на раннее видео. Так, и встретимся уже в соединении. Довязав, ниточку не обрываем. Выворачиваем наше изделие на лицевую сторону. Снимаем наш маркер. Сейчас он нам будет не нужен. И прикладываем нашу вторую детальку, которую мы связали ранее, к нашей половиночке, которую мы провязывали сейчас. Вот таким образом приложили. Вытягиваем крючочек. Далее вводим крючок в петлю нашей детальки, от которой мы отрезали ниточку. Захватываем петелечку, от которой у нас идет ниточка, и вытягиваем ее через вот эту петелечку первую. И эту петлю затягиваем. Значит, следующее, нам нужно будет соединить эти 2 детальки посерединке. Вот у нас будет вот в этом месте соединение. И уже в этом месте мы будем с вами крепить наше вот это колечко. Думаю, вам видно его, да? Значит, провязывать мы будем вперед. Вот вы видите, да, вот если смотреть, у нас дальше в этом месте идут столбики. То есть продолжается наш ряд. И мы вводим крючочек в первую петлю вот на детальке сюда. Дальше находим петелечку, которая у нас идет на второй детальке. И вместе, 2 вместе соединяем столбиком без накида. Первая петля у нас готова, первый столбик. Дальше вводим крючочек опять в деталь, которая ближе к нам. На крючочек одеваем колечко.
И находим опять следующую петлю во второй детали. И уже вот 3 вместе, то есть петля, колечко и петля, провязываем столбиком без накида. И третий раз мы делаем точно такое же действие. Итого у нас с вами 3 столбика без накида. Дальше разворачиваем наши изделия на лицевую сторону. Здесь у нас уже колечко есть, мы к нему будем крепить потом цепочку. И дальше нам нужно будет с вами соединить эти два изделия в одно, так скажем. Смотрите, по сути у нас вот в этом, вот этой петле у нас уже есть столбик, так как мы соединили. Но так как у нас по 18 столбиков на каждом изделии, то нам просто потом не хватит, скажем так, столбиков для сокращения. Я делаю вот в первую петлю столбик без накида и уже сюда одеваю маркер и провязываю 16 столбиков без накида. Первая у нас уже провязана, 2, 3, 4. Так до конца провязываем, чтобы у нас получилось 16 столбиков без накида. Провязали. Дальше начинаем провязывать вторую нашу детальку. Вот смотрите, у нас будет выходить вот эта ниточка из вот этой петелечки. Вот именно в эту петелечку вы вводите крючок и провязываете тоже 16 столбиков без накида. Смотрите, провязала 15, и вот 16 точно такая же, вот как у нас была в начале ряда. Мы вводим 16 петелечку вот в эту петель, точнее 16 столбик в 16 петелечку. Так, снимаем наш маркер и провязываем еще один ряд. В итоге у нас должно быть 32 столбика, но вы провязываете пока 31. Итак, провязав 31 столбик, у нас получается вот такая вот интересная заготовочка. Смотрите, у нас остается одна петля перед маркером. Если вы вяжете одноцветное сердечко, вот как на примере вот этого, вы продолжаете без обрезания нити. Я же сейчас буду вводить уже другой цвет. Так, снимаем наш маркер. Как я присоединяю второй цвет? Значит, ввожу, во-первых, у нас не только сейчас будет присоединение, но у нас уже и будет первая убавка. Ввожу крючочек в первую петлю, во вторую петлю. У меня 3 голубых ниточки петли на крючке. И я беру уже желтую ниточку, оставляю такой побольше хвостик и протягиваю ее через 3 петли, которые были у меня на крючке. И сюда уже ставлю свой маркер. Это первая петля следующего ряда будет. И голубую ниточку мы уже обрезаем. Все, голубая пока нам не нужна. Точнее, в этом сердечке уже голубая нам будет не нужна. Так, это у нас первая убавка. Дальше мы провязываем 6 столбиков без убавок и прибавок. Провязали 6 столбиков, и у нас будут еще убавки. То есть у нас убавки будут по бокам и по центру 2. Итак, сейчас со стороны мы делаем одну убавку, как мы делали по центру. Одну петлю поднимаем, вторую петлю поднимаем
и протягиваем ее через все 3. Можно захватывать за переднюю стеночку, тогда у вас не такой будет плотный вот этот узел, если вы будете делать за переднюю стенку. Но мне так нравится больше. Вы же можете делать, как вам удобнее. Вот я просто покажу, как делается такой невидимый, да, скажем, сокращение. Вот за переднюю поднимаете и, не засовывая ниточку, захватываете сразу вторую петлю на следующем столбике и уже потом через все 3 протягиваете, тогда у вас будет невидимый такой шов. Так, то есть я вам показала 2 разных вида сокращения убавок. Дальше опять провязываем 6 столбиков. И опять делаем центральную убавочку. Опять 6. И боковая убавочка. И опять 6. Опять 6. Дальше мы в следующем ряду делаем точно так же, как в этом ряду, но уже между убавками у нас будет по 5 столбиков. Так, центральная убавка. Далее вяжем 5 столбиков, убавка, 5 столбиков, убавка, 5 столбиков, убавка, 5 столбиков. В этом ряду мы делаем то же самое, как что и в предыдущем, но между убавками у нас будет по 4 столбика. Убавка, дальше 4 столбика, убавка, 4 столбика, убавка, 4 столбика и так до конца ряда. В следующем ряду у нас тоже будут сейчас убавки, и в этом ряду мы чередуем между убавками по 3 столбика без накида. Убавка 3 столбика. Дальше убавка 3 столбика и так далее до конца ряда. В этом ряду мы чередуем наши убавки с 2 столбиками без накида. На этом этапе работы я советую вам поднабить сердечко вот наше синтопоном. Потому что если вы будете провязывать дальше, у вас, ну, скажем так, будет не очень удобно это делать. Пока еще есть возможность поднабить его пальцем. Если вы вяжете из более тонкой ниточки, тогда уже вам понадобится в помощь либо карандаш, либо, как в моем случае, это палочка для суши. Итак, набиваем его до той плотности, которую хотите вы. Я набиваю не сильно плотно, чтобы сердечко получилось не круглым, а вот таким, ну, скажем так, полукруглым. Да? Добивайте хорошо вот в эти края, подтягивайте его. Можно набивать не полностью, а потом еще мы будем с вами подбивать уже в конце нашей работы. Вот примерно вот у меня получился вот такой. Я не знаю, сколько по весу у меня уходит синтопона, но пряжи у меня уходит примерно на одно сердечко где-то около 5 грамм. Ну, это именно вот пряжи Yarnard Baby. Так, дальше мы продолжаем делать наши убавки. И в этом ряду мы делаем убавочку, чередуя с одним столбиком. Не забывайте ставить маркер, так вам будет удобней. Вот у меня уже идет один столбик. Дальше я делаю убавку.
опять 1 столбик, убавка, 1 столбик, убавка и 1 столбик. В следующем ряду мы делаем 4 убавочки. Если у вас не до конца добилось сердечко, вот в этом ряду можно сейчас его поднабить, как сделаю и я. Вот 1 столбик я провязала, точнее 1 убавочку я провязала, и мне осталось еще 3. Но если я провяжу сразу 3, то мне уже потом вообще не будет удобно поднабивать сердечко. Я надеюсь, вам видно, так как приходится снимать не в очень удобных условиях в нынешнее время. Все. Я думаю, что это будет достаточно для моего сердечка, столько синтепона. В случае чего еще можно его потом распределить. Дальше я делаю еще 3 убавки. Становится не очень удобно. Так, смотрите, вот видите, то, что я и говорила, если бы вы довязали до конца, у вас бы остался вот такой маленькое отверстие. И дальше мы просто соединительными столбиками утягиваем наши отверстия, чтобы вообще дырочки не было. Берем вот следующую петелечку, в которой у нас находился маркер, за переднюю дужечку, как я показывала ранее, и следующую петелечку за переднюю дужечку. У нас 3, скажем так, петли на крючке, и провязываем через них ниточку. Дальше делаем воздушную петлю, ниточку обрезаем, и эту воздушную петлю, ниточку вытягиваем и затягиваем нашу петельку. Дальше берем такой длинненький крючочек, чтобы вам было удобно подзалезть через все сердечко. Продеваем вот в этом месте наш крючочек, выходим, захватываем нашу ниточку и протягиваем ее вовнутрь нашего сердечка, прячем. Все. Наше сердечко почти готово. Если вы на этом этапе и хотите остановиться, то все. Если вы же хотите сделать, чтобы у вас сердечко можно было прицепить к ключам, дальше мы делаем следующее действие. Так, сердечко пока откладываем. Берем нашу цепочку. Как я уже говорила, ну, она у меня, скажем так, не крупная. Если кому интересно, в ширину у меня звено где-то 4 миллиметра. Ну, в длину, наверное, 5. Так, я отсчитываю 10 звеньев. 2, 4, 6, 8, 10. Нахожу на 10 звене вот такую штучку, которая бы раздвинулась. Дальше при помощи плоскогубцев. Кстати, к сожалению, у меня вторых маленьких плоскогубцев нет. У меня есть только круглогубцы. Ну, в принципе, это тоже подходит. Вот берем за вторую дужечку и раздвигаем наше звено так, чтобы можно было вытащить кусочек цепочки. Остаток, да? Так, 10 у нас есть. Дальше берем либо карабинчик, либо если у вас будет такое колечко для брелка, то вы этот момент пропускаете. У меня такого колечка на данный момент нет. Вот всовываем карабинчик в звено. Так. И скручиваем его, наше вот это звено обратно. Соединяем его вместе
половиночки вот таким образом. То, что не досоединилось, зажимаем плоскогубцами. Вот так. Карабинчик у нас уже прицеплен. Дальше разворачиваем нашу цепочку на вторую сторону. Находим опять соединительную штучку. Можно, в принципе, просто прокрутить. Если у вас вот такое двойное колечко, если уже у вас оно сплошное, тогда делайте точно так же. Раздвигаете половиночки этого звена. Не очень удобно. Так. Вот так раздвинули наши половиночки. Я думаю, вам было видно. Так, раздвинули. Так, берем наше сердечко и вставляем в наше колечко, которое мы ранее ввязали в наше сердечко. И дальше соединяем половиночки вот таким образом. То, что не досоединилось, зажимаем плоскогубцами. Все. Вот такая красота у нас получилась. Если вам мое видео понравилось, ставьте мне лайк. Если вы под меня не подписаны, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы получать все уведомления. Если вас что-то интересует, пишите мне в комментарии. Мои комментарии открыты. Если вам что-то не понравилось, лучше не пишите. Всем мирного, еще раз хочу пожелать мирного дня. Держимся, и мы победим. Всем пока-пока. С вами была ваша Елена.